Если у вас есть фарш и картошка, дальше можете вообще не думать. Сейчас покажу мой самый любимый ужин в одной сковороде. Ставлю разогреваться сковородку, добавляю оливковое масло и сразу выкладываю фарш. Разминаю его лопаткой, разбиваю комочки. Приправляю солью и черным молотым перцем. Хорошо обжариваю фарш до красивого румяного цвета. Здесь важно не торопиться. Когда фарш хорошо подрумянился, вкус становится глубже и насыщеннее. Аромат уже стоит просто невероятный. И пока жарится фарш, я мелко нарезаю лук. Мне нравятся такие рецепты, потому что просто начинаешь готовить, и все складывается само собой. Кстати, сохраните этот рецепт, он реально выручает в будние дни. Теперь отправляю лук прямо к фаршу, аккуратно перемешиваю и обжариваю еще пару минут, чтобы он стал мягким и ароматным. Пару зубчиков чеснока. Чеснок раздавливаю плоской стороной ножа, вот так. И теперь мелко измельчаю при помощи ножа. Готово. Добавляю чеснок к фаршу и обжариваю буквально секунд 30. Здесь главное не пережарить чеснок, чтобы он дал аромат, а не горечь. Беру картошку и нарезаю ее вот такими тонкими ломтиками. Я использую терку-мандолину, вы можете просто нарезать при помощи острого ножа. Такие блюда обычно очень нравятся всей семье. Картошка получается мягкая, сливочная, и даже дети едят без лишних уговоров. Фарш уже обжарился. Добавляю картофель к фаршу. Просто выкладываю сверху ломтики прямо на фарш. Приправляю солью и черным молотым перцем по вкусу. И сразу вливаю сливки. Мне нравится, как тонкие ломтики картофеля впитывают соус, он потом становится густым и очень нежным, очень вкусным. Обязательно попробуйте приготовить. Теперь все хорошо перемешиваем, чтобы картофель смешался с фаршем. И вливаю еще немного куриного бульона. Он помогает картофелю равномерно приготовиться и делает соус еще более насыщенным, но не тяжелым. Накрываю крышкой и готовлю 10 минут на слабом огне. Теперь аккуратно еще раз перемешиваем, поднимаем нижние слои картошки наверх. Так все приготовится равномерно и ничего не подгорит. И теперь снова накрываем крышкой и оставляем на 20 минут на маленьком огне. Пока готовится картошка, доходит до полной готовности, мы с вами натираем сыр. Подойдет сыр чеддер, моцарелла, любой, который вы нашли в ближайшем супермаркете. Я, правда, часто готовлю такие блюда для себя и для семьи, именно поэтому и делюсь ими с вами. Все, картошка уже полностью готова, она мягенькая, нежная, сочная, очень вкусно пахнет. Сверху посыпаем картофель сыром натертым. Сразу видно, как блюдо становится еще более уютным и аппетитным. Теперь снова накрываю крышкой и жду, пока сыр полностью расплавится и соединит все в одну кремовую текстуру. А пока сыр плавится и картошка доходит до готовности, мелко нарезаю петрушку. Такой ужин можно подать просто так или добавить к нему легкий салат. А если хотите сытнее, он и сам по себе полностью самодостаточный. Посмотрите, все уже готово. Снимаем с огня. Только посмотрите на эту текстуру. Картофель мягкий, сливочный, соус густой, фарш сочный, а сыр тянется и буквально все соединяет. Это именно тот вкус, который хочется повторить уже завтра.
Это и есть настоящая домашняя вкусная еда. Вы только посмотрите, как аппетитно тянется сыр. И если вам понравился этот рецепт, поставьте лайк, подпишитесь на канал и сохраните его, чтобы не потерять. А я желаю вам приятного аппетита и скоро увидимся в моем новом вкусном видео.